Ну что, всем привет. Слушайте, да, чувствуется уже приближение весны в Сибири. У нас, наверное, сегодня, если не плюсовая температура, то, может, в районе минус 5, минус 7 градусов. И с учетом того, что сегодня солнечный ясный день, я думаю, что в палатке будет настоящая весна. Ну, а рыбачить мы сегодня будем на вот таком котловане. Я здесь давненько не был, если честно, зимой. Интересно, что в этом году тут клюет. Был, по-моему, в позатом году. Вот, прям в черте города. И знаете, то, что мне здесь нравится, народу практически нет. Вот, две палатки вот в этой точке стоят. Нам, кстати, примерно туда идти. Вон там где-то вдалеке один мужичок. И все. Это классно. Это радует. Ну что, похоже, сразу попали в рыбу. Он по дну что-то ходит. Выше рыбы нет, то есть вся у дна. Но вот можно еще вот так проверить режимом флеша, чтобы до конца убедиться. Так. Вот сейчас, если будет показывать полосы на дне, значит точно рыба. Ну вон, видели, да? Там что-то 4,8, по-моему, показала. То есть что-то по дну ходит. Вот 4,8, глубина 5,07. Но это то, что надо. Просто я заметил тот момент, что вот на котлованах такого рода, которые с большой рекой соединяются, надо искать рыбу не в толще воды, не у поверхности косяки, а вот чтобы она ходила у дна. Вот если у дна она ходит, значит, ее можно раскормить, расшевелить и половить. У меня сегодня для рыбалки много разных насадок. Начну я рыбачить, пожалуй, на тесто. Все, у нас лунки закормлены. Собственно, можно приступать к процессу. У меня 3 вида теста. Чуть позже, если все это дело сработает, я расскажу небольшие рецепты, как оно делается. Я одну удочку уже опустил с желтым тестом. А сюда попробую на белое. Знаете, самое важное тесто делать, чтобы оно было очень-очень мягким. Для зимы это прям безумно важно. И насаживаю я вот такой вот небольшой лепешкой. Мне кажется, что такую насадку рыба лучше берет. И плюс на опускание такая плавная игра выдается мормышке. Это более привлекательная насадка для рыбы. Ну что, надеюсь, поклевки не заставят себя долго ждать сегодня. Хочется половить рыбы прям в удовольствие, прям в кайф. О, смотрите, сразу. Только опустили, клюет сразу. Это, скорее всего, плотва. Хотя здесь, где мы сели, может и подлещик, конечно, быть. Но мне что-то он поднадоел. Хочется уже что-то другое половить. Вот она и рыба первая. Что называется, не заставила себя долго ждать. Моментальная поклевка. Что-то, по-моему, не крупная. Ну да. Плотва. Не крупная, но зато плотва. Я сегодня ведро подготовил, набрал его водой. Все дело в том, что надо живцов наловить, поэтому вот эта вот плотва — это то, что надо. На самом деле мы сегодня с товарищем собрались поехать на рыбалку с ночевой у нас в черте города, попробовать жерлицы поставить. Даже не на одну, а на 2 ночевки. Скорее всего, все это мы уже покажем в следующей серии. Если сейчас мы нормально половим, то это будет первая серия. Постановка жерлиц, проверка их и рыбалка в одном очень интересном месте, где еще помимо хищника у нас тут недалеко от города и лещ хороший проклюнулся, и плотва попадается. Вот это, как говорится, будет уже в другой серии. Но здесь на самом деле, кроме живцовой плотвы, может и крупная быть. Так что далеко не факт, что будет сегодня только мелочь у нас ловиться. Он, смотрите, сразу клюет. О, на второй тоже. Вот это поперло, сразу понеслась рыбалка. Просто потому, что я сегодня буду, в принципе, всю рыбу забирать. Во, что там творится. Офигеть, вот эта поклевка там на второй, блин, одуреть. Понятно.
Мы просто сцепились, получается. Да, такое случается. Ну, такая вот живцовая плотва. Неплохо. Ух ты. Как сразу давануло, как будто бы что-то крупное взялось. Ну да, я говорю, что тут может и подлещик быть, и плотва хорошая. Былые годы даже окуней крупных ловил. Ну нет, слушайте, небольшая плотва, но она какая-то прям супер резвая сегодня, блин. Поклевки такие злые. Но чувствуется приближение весны уже, однако. Вон, смотрите, какие куски теста я ставлю. Вон вообще такие прям блямбы. И пока как-то я заметил, как будто бы без разницы. И на красное поклевки есть, и на белое, и на желтое. Видно, что рыбы встало очень много здесь. Ох, а в палатке какая красота, вы бы знали. Можно было даже свечки не поджигать, но я поджег, чтобы был прям супер-мега комфорт. Ну вот это хорошо было. Да, знаете, удивляет, как она такие куски теста умудряется заглотить. Не знаю, что там по размеру сейчас. Поклевка была прям бойкая, зверская, но мне кажется, что-то побольше. Может даже какой-нибудь подлещик. Или плотва пободрее. Вон, смотрите, как давит. Давит, давит. О, да, слушайте, вот. То, что я вам и говорю. Это уже не то, что на живца, такую уже можно и повялить. Хорошая для черты города. Ну-ка, попробуем-ка дабл микс вот такой вот из белого теста и желтого. Иногда бывает, вот такие миксы делаешь, либо бутерброд, там тесто с мотылем, и это срабатывает по крупной рыбе. Я, знаете, так про подлещика сегодня, да, немножко заикнулся. Но, если честно, поднадоело мне его ловить. Я вот уже, да, хоть плотва пока не крупная, но сейчас вот одна более-менее попалась, но я получаю удовольствие от того, что уже другой вид рыбы сегодня у нас. Но здесь, на самом деле, помимо плотвы, подлещика, еще есть ясь. Потому что вот это котлован, да и место, где мы сидим, здесь получается, ну, практически соединение уже с рекой Обь. Фактически мы... Ой-ой-ой, ну, почти возле дамбы сидим, слушайте, ну что-то... Ну, не похоже это на мелкую. Неужели хорошая плотва? Блин, ну вообще шикарно, шикарно. Ну да, ну это точно плотва. Ух ты. Вот, пожалуйста, подошла и побольше. Тихо. После прикармливания. Поначалу мелочь ловилась, но сейчас такая для черты города. Прям очень даже ничего. Ну и теперь, чтобы окончательно успех закрепить, скажем так, все три вида теста насадим. Белое, желтое и красное. Вот так. Посмотрим, насколько это сработает. Ну, стоит сказать, что они все три вида теста с разными запахами. С абсолютно разными запахами. Вот поэтому я такой бутерброд и пробую. Потому что бывает, что вот эти миксы, они действительно выручают, и рыба покрупнее на них берет. Ну, скажем так, миксы запахов бывает провоцируют крупняк на поклевку. Да, сходу берет. Стала капитально рыба. Просто рыба тьма. По-другому и не скажешь. И опять плотва, да? На микс из трех запахов. Такая вот городская плотвичка. Ух ты. Вторая молчала и неожиданно килок подняло. Я сюда, по правде говоря, поставил мормыша 3 штуки. 3 крупных, больших. Ну, тут, блин, ё-моё. А, ну понятно. Опять сцепились они. Ну, нет, плотва небольшая взялась. Ожидалось, конечно, побольше. Ну, ведро наше наполняется живцов. Я думаю, мы сегодня без проблем наловим. Ну, он что творит? Успевай, опускай. Сразу килок поднимается. А, ну понятно, сидит. Да, слушайте, как будто бы на разноцветное тесто клюет рыба покрупнее. Не знаю, может мне это кажется, может так и есть. Это может быть, да, из-за того, что разный запах, либо из-за того, что оно разного цвета. Ну нет, сейчас на самом деле такая же. Стандартная небольшая плотвичка взялась. Ну попробуем тогда своеобразный микс. Белое тесто и мормыш. Может, на это рыба будет больше. Надо экспериментировать, проверять. Конечно, мне хочется хороших плотвиц подналовить сегодня. Почему-то на игру сегодня поклевок нету. Я пробовал даже на безмотылку, вообще 0 эмоций.
И чертики, гвозди, шарики. Да и тоже по насадке как будто бы самое эффективное тесто. Ну, на опарыша стоит, а толку-то? Стоит, не берет. Либо мелочь долбит его. Во-во-во-во-во. Слушайте, на опарыша кто-то, блин, явно крупнее, блин, всех предыдущих рыб взялся. Ну, по крайней мере, тянет. Как-то даже как будто бы не совсем по плотвинному. Может, подъязок? Блин, похоже, две удочки опять у меня спутались. Ух ты, это хорошая. Нет, удочки не спутались, там просто... Там тоже кто-то сидит, походу. Ну вот, ну все бы такие были. Вообще прекрасная плотва. Красота. Ну вот, смотрите, какая мормышка. Разноцветная получается. Ну, не знаю, я ее радугой называю. Или космос можно этот цвет назвать. Кому как нравится. Ох, ну как же содрогается, блин, и ёкает внутри сердца, когда вот эта вот вещь, друзья, происходит. Смотрите, какая поклевка красивая. Ну, загляденье просто. Просто сегодня эстетические поклевки крупным планом у нас. Да, вот эта рыба получается у нас на тесто с мормышем. Экспериментальный такой бутербродик. О, офигеть. Вы сейчас удивитесь очень сильно. Хотя, может, это и не так удивительно, да? Окунь, да, бывает, берет на такое. Он бывает и на чистое тесто берет. Но я думаю, сейчас ему все-таки понравился мормыш на крючке. Я вот не помню, то ли в том году, то ли в позатом году рыбачил. Здесь окуня грамм на 500 поймал. Вот так тоже сидел, ловил. И плотва поклевывала под лещики. Потом хлоп, по-моему, на безмотылку, на гвозди шарика взялся, решил просто потрясти. Поклевки прекратились, решил поиграть. И он как щелкнул, блин. Тут есть хорошая рыба. Вот вообще на этом котловане на самом деле глубины до 20 метров. Здесь, получается, железную дорогу копали в советское время. Вот этот котлован для этих целей был и вырыт. Добывали, получается, песок, камушек, гравий. Ну, насколько я знаю, было вроде как так. А коль такая история, на вторую удочку поставим вот таких вот прыгающих опарышей. Вот, кстати, обратите внимание, какая мормышка. Видите, разноцветная дробинка. Тоже очень рабочая, классная. Ловит рыбу хорошо, с хорошим острым крючком. Вот, но вот это, если что-то и возьмет, то это точно будет уже крупняк. О, ну наконец-то на эту удочку. Там у меня микс опарышей и мормыш, напоминаю, стоит. О! Ну, давай, давай. Подними кивок, крупничок. Вот хорошо. Да, давненько я на такой клев не попадал. Просто с каждой проводки, блин, только опускаешь. Тут же такие красивые подъемы кивка. Вот она, очередная красавица, живцовая плотва. Да, но на этот раз маленькая попалась. Так, ну что, настала пора докормить. У меня сегодня прикормка получается. Ну, здесь вообще на самом деле лещевая смесь. Вот, и как видите, она неплохо работает и по плотве. На самом деле фигня все это. То, что на упаковках написано. Главное, что вот этот прикорм, он лещ озера идет. Вот, это прикормка, которая озерная, она обычно пылящая. Вот я еще добавил мормыш и мотыля. Течения здесь вообще нисколько нет, поэтому, конечно, надо делать прикорм максимально пылящий, с минимальным количеством инертных частиц. Поэтому это, в принципе, работает классно. Если делать что-то самому, не покупать, то лучше всего сработают сухари и молотые семечки. Как раз будет и лифтинговый эффект, и пылящий. Можно немножко манки еще добавить. Просто вспоминаю былые разы, когда я тут был, в основном, ну, вот такая вот плотвичка клевала, там, блин, от 15 до 30 грамм. Сегодня вот такие, ну, около 100 грамм попадаются, может, даже чуть больше, несколько штук удалось поймать. Но что касается насадки, как будто бы лучше всего на тесто белое с красным. Вот эти два вида, и на них поохотнее берет. Ну, по крайней мере, мне так показалось по сегодняшнему дню. Да, вот мне сегодня еще очень нравится тот факт, что рыба очень хорошо на прикорм реагирует. Только докормил, и все, тут же поклевки возобновляются, скажем так. Если затишье полкормушки на дно, и вот сразу
начинает килок подниматься и опускаться. Вот. И когда подсекать, спрашивается. А подсекать надо, когда поднимет килок вверх. Это, возможно, мелочь. Та плотва, которая покрупнее, она обычно поднимает. Хотя, смотрите, какая. Сейчас была поклевка немножко не классическая для плотвы. Кивок то вниз опускал, а то он поднимался вверх. Ну, прикольно. Действительно чувствуется уже приближение весны. Клюет прям активно. Вот это удовольствие. Ну, может показаться, что лучше всего на одну клюет, а просто дело в том, что, не знаю, не думал я, что будет сегодня так классно брать. Дело в том, что на вторую удочку тоже есть поклевки, я просто не успеваю до нее добраться. Можно спокойно ловить на одну, когда такой клев шикарный. Шикарный пулеметный клев. Сейчас, глядишь, друзья мои, под вечер что-нибудь покрупнее у нас выйдет. Я ловил здесь плотву на 300 грамм. Бывает здесь такая. Почему бы и нет, такой хороший котлован. Ему сколько, ну лет 50 уже, блин. За это время, конечно, тут вон сразу поклевка. За это время должна плотва была вымахать. Просто один момент, что ее найти сложно, крупную. Так вот, чтобы она стайно ловилась и системно, но это почти здесь нереально. Ну, может быть, надо маленько мотыля подсыпать, чтобы крупная плотва подошла. Или окунь большой. Это вот падение мотыля, такой небольшой дождик. Он провоцирует рыбу на поклевку, она подходит. Сейчас, я думаю, не из-за этого поклевка. Просто, ну, действительно много стало рыбы. Много мелочи встало. Я поэтому вот эти вот мелкие небольшие поклевки игнорирую. Что так как плотва, которая покрупнее, все-таки у нее увереннее поклевка. Действительно, или поднимет, или загнет кивок. Ну вот примерно вот так. О, какая. Вся как на подбор. Трое из ларца, как говорится, одинаково с лица. Ну, а что касается рецептов теста, на которое я сегодня ловлю, которое красное. Вот это вот тесто получается. Оно у нас сделано. Получается, здесь микс идет китайского теста. Я его перемолол в кофемолке очень мелко. И манку. Вот. Ну и делается все очень просто. Водой заливается. Потом, когда она становится тягучим, немножко добавляется муки. Ну и, собственно, все. Его можно использовать. Второе тесто, вот это белое. Это, ну, тоже та же, собственно, суть. Манка. Добавляется сюда анис. Вот. И потом, когда становится тесто, ну, такое вязкое, добавляется немножко муки, мнется, оно становится мягенькое. И вот тоже прекрасно работает. А третье, я уже в своих роликах рассказывал, желтое, это с желтком. Вот вообще оно на самом деле, и ваниль еще добавлять, ваниль, чуть меда, желток. Вот оно на самом деле по лещу бывает очень хорошо выручает. Ну, сегодня только плотва. И это вполне неплохо. Да, слушайте, какая красота, вышел на улицу размяться. Немного, блин, все подзатекает, когда в китайской палатке рыбачить, надо иногда все-таки прогуливаться. Я обнаружил, что я остался в гордом одиночестве на водоеме. Слушайте, да, классно, что вот так в черте города, на самом деле, можно найти водоем, блин, где вообще народа практически нет, это редкость. Но сейчас я немножко на другой способ ловли попробую порыбачить, а почему бы и нет, надо экспериментировать дальше. Ну вот тут вот, получается, два мужика сидели, две палатки. А вот это вот, видите, сугроб. Вот здесь каждый год в одном и том же месте ставят сети. Вот я не знаю, зачем это делается, если честно. Как бы какой-то сверхценной рыбы тут не замечено. Но, блин, ради подлещика, ради плотвы это делать такое себе, если честно. А у кого-то здесь, смотрите, на берегу прям целый дворец. Ларец, я бы сказал даже. Офигенно вообще, да? Эх, если б я б тут жил, друзья мои, я бы каждый день рыбачить ходил. Вон вообще красота просто. Прямо на берегу котлована, в черте города. А новый способ ловли, это, как говорится, хорошо забытый старый, правда же, да? Это зимний поплавок. Ох, на него поклевки давно я не видела. По-моему, в декабре крайний раз рыбачил на эту красоту.
Ну а тут сразу клюет. Знаете, эта снасть может даже более эффективной получиться, потому что у рыбы меньше подозрений, когда она мало активна, да, меньше подозрений на поплавок, потому что здесь получается крючок и груз. Вот. На мормышку капризная рыба клюет похуже. Ну, про капризную я имею в виду крупняк, который пока сегодня себя не проявляет. Вот, но может быть сейчас он под вечер-то и выйдет у нас. Потому что мелкая и средняя плотва, конечно, клюет исправно. Ну, сразу вообще. Только опустил, тут же поплавок у нас запрыгал. Интересно, поймаем мы сегодня что-нибудь крупное или нет? Да, какая же продолжительная поклевка. Сначала из стороны в сторону поплавок водила в лунке, потом просто без базара так утопила. Я, кстати, со второй лунки убрал удочку, чтобы не мешало. Это перепутываются. Я не знал бы я, что так будет, как с пулемета сегодня клевать. Не стал бы, конечно, делать две удочки. Ну и в общем, да, наверное, один из выводов дня: клюет, в принципе, лучше всего на тесто, и пофиг на какое. Работает все. То есть рыба встала, рыба в точке стоит. Ест она вообще все. На опарыше, кстати, с мотылем почему-то берет хуже. Да, слушайте, ну это не рыбалка, это жор какой-то. Ну просто. Вот это клев. Как же я давно хотел так половить. Ну и кто ж там у нас на поплавок-то повадился, как будто бы покрупнее. Ну так. Были уже сегодня такие. Не самая большая из всех, но нормальная плотва. Ну что, друзья, товарищи, сегодняшнему дню можно поставить вот такую вот положительную оценку. Мне понравилось, ловилось хорошо, поклевок было много. Ну и что, кстати, поплавка, на него похуже клевала. Вот, в общем, мормышка сегодня forever. И снасть лучше всего работала с длинным кивком и черной маленькой капелькой. Ну, что касается сегодняшнего улова, ну, я считаю, мягко говоря, прям замечательно, да? Если бы каждую рыбу бы я снимал, каждую поклевку, фильм бы, наверное, часа на 3 получился. Вот, попадались, хорошие плотвицы были. Все, вот с этим всем добром мы сегодня отправимся рыбачить на живца в одно очень интересное место. Но это уже, как говорится, вы увидите в следующих сериях. Ну и на этой прекрасной ноте будем закругляться, друзья мои. Я думаю, следующие серии будут интересные. Столько, блин, живцов мы наловили. Наверняка и щуку, и судака половим. Тем более сейчас весна на дворе, погода хорошая. Так что ожидайте следующих фильмов. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока-пока.